Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В рамках недели высокой моды в Париже именитый французский дом Chanel представил кутюрную коллекцию осень-зима 2022-2023, созданную под руководством Виржини Виар. Помните, друзья, как в прошлом сезоне Шарлотта Козераги открыла показ эффектным появлением верхом на лошади? На этот раз ведущий дизайнер бренда словно решила продолжить модное шоу с того же места, где остановилась ранее. Все действо состоялось в просторном помещении конно-спортивного комплекса в Булонском лесу. За оформление локации отвечал французский художник Ксавье Виньяр. Прибывающие на показ гости проходили через ряд сооружений, геометрических скульптур, набора кинетических цветных блоков, ступая по белоснежному песчаному покрытию. Подобный пейзаж и декорации в духе арт-деко перекликались по характеру с частью модных образов кутюрной коллекции. Назад в 30-е. Так в двух словах можно озвучить тему новой линейки. Пусть и с современным молодежным взглядом на моду, а также уклоном в тенденции стиля вестерн и конный спорт. Свою любовь к далеким ретро-30-м дизайнер отразила в деталях кроя, пропорциях, силуэтах. Длинные юбки ниже середины икры, достаточно свободно скроенные жакеты с квадратной спиной. Привлекает внимание макси-наряды из твида или сложно окрашенного кружева, облегающие, но с акцентом на плечи. Платье с воздушным плиссе, легким, словно танцующим при каждом шаге моделей. Как отметила в комментариях Виржини Виар, мне нравится, когда показ возвращает нас к тому, что мы уже сделали в Chanel. Мне нравятся эти резонансы. И здесь просто невозможно не сделать акцент на ткань. Обычно именитый дом моды ассоциируется с твидом, который великая мадемуазель, можно сказать, подарила женщинам, одолжив из мужского гардероба. При этом сделав плотный, тяжелый твид более тонким, податливым и пластичным. Правда, сегодня на подиуме легендарную ткань уверенно потеснила шерсть букле, став абсолютным лидером в коллекции. Не менее прекрасно смотрятся расшитые бисером и пайетками фактуры с геометрическими узорами, вдохновением которым послужили конструктивизм и графика 70-х, что любил и не раз использовал в своих творениях Карл Лагерфельд. Стиль вестерн поддержали ковбойские сапоги, а широкополые шляпы напомнили о том времени, когда Коко Шанель начинала свою карьеру модисткой. Виржини Виар также дополнила модные образы бантами, туфлями с черной замши с Т-образным ремешком, а пуговицы на одежде здесь выполнены как дорогие произведения искусства. Отдельно стоит отметить, что связующей нитью показа стал оммаж ювелирной коллекции, которую разработала сама Габриэль Шанель в 1932. Так что у зрителей появилась возможность увидеть на моделях уникальные украшения ценой в десятки миллионов евро. В цветовой палитре модных нарядов традиционный для бренда черный, серебристо-серый, коралловый, розовый дружно соседствуют с горчичным, ярким зеленым, мятным, оливковым, темно-синим, песочным. Кульминацией показа и очаровательным финальным аккордом был выход голландской модели плюс-сайз в белом свадебном платье, который публика уже успела назвать идеальным нарядом для свадьбы ковбойши. Девушка непринужденно шагнула на подиум, засунув руки в карманы и закутавшись в изящно вышитую кружевную шаль с бахромой. Так что, друзья, не переключайтесь и обязательно досмотрите видео до конца. Интересная, атмосферная, открытая и яркая получилась коллекция. Настоящая ода мастерству лучших ателье французского дома Chanel, чей кропотливый труд, талантливая ручная работа с душой и сердцем вложены в каждое модное изделие. Ведущий дизайнер компании Виржини Виар утверждает, что сегодня высокая мода гораздо ближе, чем вы думали. И пусть кутюр издавна признан самым таинственным и недоступным аспектом моды, и мало кто может позволить себе костюм, пальто или платье, созданные в единственном экземпляре и по цене хорошего автомобиля, но у нас с вами, друзья, обязательно должны быть повод и возможность надеть лучший модный наряд. Смотрим, обсуждаем, не забываем поставить лайк и поделиться этим видео в соцсетях. Всех моих зрителей благодарю за искренний комментарий и поддержку канала. Для меня это важно. Приятного просмотра! Хорошего дня, всем красоты и только яркого, солнечного настроения!